Сегодня будем печь мясной пирог в духовке на кефире из очень нежного вкусного теста, как пух. В начинке будет мясо, болгарский перец и отварные яйца. Пирог готовится очень быстро. Сделаем опару. Для этого в теплый кефир кладем муку, сахар и дрожжи. Оставляем миску на 20 минут. Через 20 минут опара будет похожа на сметану. Это и есть готовность. Готовую опару перелейте в глубокую миску, где будем замешивать тесто. Все ингредиенты для замешивания теста должны быть тепленькими, 36-38 градусов. Просто грейте их в микроволновке короткими импульсами. Я включаю микроволновку на 10-15 секунд. Если дрожжи у вас качественные и свежие, то хорошая опара будет однородной консистенции, похожей на сметану, как я уже сказала. Добавьте яйца. Яйца тоже должны быть теплые. Добавьте теплое масло, просто погрейте его также в микроволновке. До добавления муки у вас полностью должны разойтись все ингредиенты в этой смеси. То есть масло должно полностью растаять. Муку перед добавлением в опару нужно обязательно просеять. Я советую сделать это 2-3 раза, тогда тесто будет ваше более пышным, более нежным. Теперь подмешиваем сухие ингредиенты к жидким. Муку смешайте с солью и просейте ее в опару. Рукой вмешайте муку в жидкость, чтобы она полностью исчезла с поверхности. Постепенно вмешайте в муку масло и 2 столовые ложки водки. Водка – это очень хороший естественный разрыхлитель теста. Тесто будет очень пышным и воздушным. Оно будет долго не терять своей мягкости после уже приготовления. Опытные хозяйки всегда добавляют 1-2 столовые ложки водки абсолютно практически в любое тесто. Сладкое, как правило, добавляют ром или коньяк. В общем, водкой тесто не испортишь. Просто не добавляйте ее при приготовлении самой опары, а вмешивайте ее уже в готовое тесто перед расстойкой. Если вы замешиваете бездрожжевое тесто, то водку можно добавить сразу вместе со всеми ингредиентами. Ну вот, тесто готово, оно получилось липким, так и должно быть. Теперь нужно поставить тесто для расстойки на 1 час. Место для расстойки должно быть теплой температуры, до 40 градусов, не больше, иначе дрожжи погибнут. Накройте тесто пищевой пленкой, либо шапочкой, как у меня. Ставьте тесто в духовку на решетку, вниз поддон поставьте и налейте крутого кипятка. Для начинки натрите сыр и нарежьте мясо очень тоненько. У меня свинина. Свинину со специями обжарьте на оливковом масле до светло-золотистой корочки на высокой температуре очень быстро. Полностью готовить ее не нужно, она дойдет в пироге. То есть выглядеть должно это примерно вот так. Выньте кусочки свинины в миску шумовкой из сковородки. Далее для начинки нарежьте лук полукольцами красный, положите пару-тройку ложек сметаны жирной, нарежьте укроп и нашинкуйте колечками болгарский перец сладкий. Отварите 3 куриных яйца, либо 6 перепелиных и разрежьте пополам для начинки. Через 1 час после первой расстойки тесто ваше должно выглядеть именно вот так. С очень большими дырочками, очень хорошо поднявшееся в несколько раз. Тесто очень мягкое, нежное, податливое. Его нужно очень нежно слегка обмять. Просто смочите руку оливковым маслом и снимите его со стеночек. Сгребите в центр и поставьте еще на полчаса подниматься. Ну вот, тесто наше полностью созрело, оно имеет очень хорошую структуру. Из него очень удобно лепить пирог. Лучше всего делать пирог на силиконовом коврике. К нему абсолютно ничего не прилипает, и на нем сразу можно формировать готовое изделие. Присыпьте поверхность мукой и просто выложите тесто из миски. Тесто не нужно дополнительно как-то обминать, убирать пышность. Просто аккуратненько выложите его на силиконовый коврик. Затем разделите на 2 части. Одну часть сделайте немножечко больше. Это будет верхняя крышка пирога. Работайте с тестом очень аккуратно. Желательно его вообще не травмировать. Слегка присыпьте мукой. Оно, видите, какое мягенькое, очень-очень нежное. Удобнее всего с таким тестом работать просто кулинарным шпателем. Сформируйте 2 шарика из теста и накройте один из них целлофаном, либо положите, как я, в формочку с вакуумной крышкой, чтобы не попадал воздух и чтобы тесто не заветрилось, пока вы раскатываете низ, укладываете начинку и делаете все остальное. Тесто очень любит руки, они не выгоняют воздуха слишком много, как это делает скалка. Тесто в итоге, когда выпеките, будет намного мягче, нежнее, вкуснее. Вот так аккуратно придайте ему округлую форму. Не делайте слишком тонкий низ.
иначе начинка ваша выпадет. Перед укладкой начинки смажьте тесто любым томатным соусом, какой сами любите. Накалите тесто вилкой, для того, чтобы оно меньше поднималось. Далее сверху просто слоями положите мясо обжаренное, лучок, болгарский перец, яйца и накройте сверху второй половинкой теста. Сильно много начинки не кладите. В завершение положите лук и сметанку сверху, это придаст сочности вашей начинке. Также не забудьте добавить зелень. И, конечно, посыпьте слегка сыром. Это не даст начинке развалиться, так как сыр при термической обработке склеит все ингредиенты внутри. Когда полностью сформируете пирог, дайте ему перед самой выпечкой подняться минимум минут 30. Тогда тесто у вас будет более пышное. Если подняться не дадите, то тесто будет у вас более тонким. Но все равно дайте ему постоять минут 20 как минимум. Перед выпечкой пирог смажьте яйцом с молочком. Это придаст ему глянцевую золотистую корочку, хрустящую. Пирог выпекайте при 180 градусах 30 минут. Используйте конвекцию для равномерного распределения горячего воздуха, чтобы внутри все хорошо пропеклось. Вот такой красавец у вас потом получится. Это безумно вкусно, очень сытно. Мужчины вообще очень любят такие мясные пироги с яйцом. Такой пирог можно взять с собой как закуску на пикник, принести к гостям. Он очень эффектный, очень-очень ароматный, очень нежный, тает во рту. Начинки много, тесто в меру, так что делайте с удовольствием.